Аналитика уровня Задорнова. Есть слово «соборно» в испанском языке. Есть слово «соборно» в русском языке. То есть все вместе, заодно, если я правильно понимаю это слово в русском языке. В испанском оно означает «взятка». Я думаю, что это однокоренные слова. Если вспомнить историю России, как Российской империи, Московского царства, собирали деньги все вместе, платили дань, платили князю, людей отправляли на кормление, то есть буквально давали территорию, с которой разными способами человек князя собирает деньги себе в мошну. Я более чем уверен, что России взятка — это двигатель вообще каких-либо действий. Очень многие годы я, Андрей Панюшкин, если вдруг вы не знаете, кто я, кстати, сейчас самое время поставить мне лайк, подписаться и оставить комментарий, что, по вашему мнению, вы считаете движущим фактором для прогресса в России. Обязательно подпишитесь и расшарьте. Я считаю, что без взяточничества в России никакого прогресса не будет. При наличии взятки и одновременных, очень плохо написанных законов, которые крайне плохо применяются, практически не применяются, взятка — это единственный понятный механизм для достижения каких-то целей, для мотивации чиновника. То есть, если у чиновника нет взятки, во-первых, давайте честно рассуждать. А пойдут ли люди работать в чиновники, в ту же полицию? Потому что полицейский — это тоже чиновник, должностное лицо, только еще круче, он силовик. Пойдет ли кто-то работать в полицию, если там не будет взяток? Мы все прекрасно знаем, что в полиции есть взятки. Я лично знаю сотрудника уголовного розыска в горячем ключе, который перевелся из уголовного розыска в ГИБДД. Наверное, не из-за того, что он любит машинки, а по другой причине, понятной причине. Это слон в посудной лавке. Это настоящая такая вот народная скрипа, которая скрепляет все. Это смысл деятельности чиновника. Он приходит на зарплату 20-25 тысяч, но он может решать вопросы. Вопросы, которые нужны людям. И люди, зная, что у нас законы очень плохо написаны, понимают, что если они хотят решить какой-то вопрос, то им нужно дать взятку. Я с этим сталкивался. Простите, сейчас. Взяткоемкость. Слово-то какое. То есть пишут законы, а потом оценивают их взяткоемкость. То есть сколько можно при таком качестве написания законов заработать на том или ином законе. Напомним, что дача взятки, 291 статья Уголовного кодекса РФ, и получение взятки, 290 статья Уголовного кодекса, это уголовно наказуемые деяния. Я в своей жизни сталкивался с огромным количеством случаев, когда мне предлагали дать взятку, когда мне намекали на дачу взятки. И да, я давал взятки, конечно. Я же в России прожил все эти годы. А куда деваться? Я хотел решения вопросов. Я хотел, чтобы они решились относительно быстро. И дать взятку было дешевле, чем отбивать.
Нарушал ли я закон? Да, я нарушал. Я каждый день нарушаю закон здесь, в Испании, ходя по проезжей части в неположенном месте. Ну, такова традиция в Испании. Вот поверьте мне, все испанцы ходят здесь как хотят. И не только испанцы. Во Франции я видел то же самое. Нарушение ПДД это какая-то тоже национальная скрипа у испанцев, именно у пешеходов. Но должен вам рассказать. Когда я был юным, начинающим предпринимателем, когда в 2000 году я по глупости дал взятку, совершенно не нужно было ее тогда давать. История была очень простая. Моего сотрудника поймали на том, что он положил деньги себе в карман, украл у меня и не пробил их по кассе. Но мне, как руководителю предприятия, тоже бы прилетело. Это была заказная проверка, то есть ко мне пришли не просто так. Меня заказали, хотели, чтобы я убрался из того помещения, где я вел хозяйственную деятельность. И таким образом решили проверкой меня подтолкнуть. Кстати, помогло. У меня изъяли часть имущества на проверку. Я тогда ничего не знал. Как это все происходит? Куда это? 2000 год. Я 2 года только занимаюсь предпринимательством, даже 1,5. Забрали компьютеры на проверку. Типа мы будем искать контрафактный софт. И через определенные контакты мне было передано, что если я хочу отделаться легким испугом, то те компьютеры, которые изъяли, часть из них нужно оставить в отделе полиции. Пришлось согласиться. Тогда я понятия не имел, как противостоять таким действиям. Слишком молодой был и слишком глупый. Вот, ну, то есть не сказать, чтобы я там прям сам давал взятку, но мне, так сказать, сделали предложение, от которого я не смог отказаться. И после этого я понял, что вот этим именно бизнесом и в этом месте я точно не хочу заниматься. Намек понял, что называется. Сейчас крайний опыт у меня был в 2002 году, в 2001-2002 году. Мне нужно было пройти согласование проекта строительства канализации на участке. То есть мы на улице Ольховой с 2018 года строили за деньги соседей в складчину. У нас 25 человек там было, 24, чуть меньше, в начале 18, по-моему. Мы строили в складчину канализацию. Никто другой не захотел, город не захотел это делать, водоканал. И надо было уже делать канализацию на участке. Был проект на канализацию. Надо было его согласовать. И понятно, что там Ростелеком, подразделение Газпрома, не помню, как это называется, Межрегионгаз, наверное, около озера сидит. Кто там еще был? НЭСК, по-моему, и водоканал, да. Ну, водоканал они же сами. Вот. На самом деле я проходил только через коммуникации водоканала. Там была труба 63-я ПНДшка. Через оптику проходил НЭСКа и через... кого еще? Ну и все. Потому что НЭСК висел далеко высоко, и я его никак не цеплял.
а газовики были вообще с другой стороны улицы. Что есть, конечно, на топосъемке. И на каждом этапе, кроме водоканала, ну там потому что ты по сути платишь взятку официально за присоединение, на каждом этапе я встречался с типа но разница с тем, что я был в 2000 году и что я был в 2021 году. Прошло 21 год. Приехал на бульвар Полинички к какому-то там представителю ПТО, наверное, Ростелекома. Вышел дядька, сел ко мне в машину, начал смотреть на проект и мне рассказывает, что вот у вас там на Ольхова есть какой-то юрист заноза в жопе, замучил нас Ростелеком всякими жалобами на качество связи, на то, что наши подрядчики не восстанавливают дорожное покрытие после проведения работ по подключению, разрытие, там, прокладки кабельной канализации. Короче, он мне полчаса рассказывает, какой я плохой. И в конце он мне уже все согласовал, подписал. И в конце говорит: знаете этого человека? Говорю: знаю, это я. Он чуть не выпрыгнул из машины. Вот. Но расставался у меня со мной со словами: машина недостаточно дорогая. Вот так вот, представляете? Кстати, начальник ПТО жил в неплохом доме на бульваре Полиничка. Но место там плохое, подтапливаемое, по моему мнению. И электричеством там проблема бывает, как я слышал. Но не суть. В данный момент, в данном примере, я вам говорю о том, что, видите, моя репутация ушла дальше меня. Видимо, он побоялся брать или просить у меня деньги, потому что думает, может, они там все такие на Ольховые, такие монстры. А вот у газовиков я долго-долго оббивал пороги. Не хотели ставить. Ну, в общем, получил я согласование, не давал никому ничего в Межрегионгазе, или не помню, как они там называются конкретно. Но там прям видно было, что человек прям хочет попросить. Хотя, может быть, мне показалось. Вот. Я помню, что я просто, когда строил к себе ветку газовую, как это делается? Дают просто рекомендованного подрядчика. Это отдельная история, как это все делается. То есть, во-первых, ты бегаешь за газовиками, просишь у них техусловия. Ну, как они это делают? Они тебе дают техусловия. И вроде они ничего не нарушили. Ты все написал, никаких взяток, выдали техусловия. Только это техусловия на подключение к газовой трубе, которая находится на 500 метров ниже. И тебе нужно... А потом, когда ты приходишь к ним и говоришь, а как? Они говорят, мы не знаем. Но есть вот подрядчик, вот у него все можно. И в горячем ключе этот подрядчик 15 лет назад был, примерно, человек по имени Рерих. Известная личность в узких кругах, связанная сильно с администрацией, со всеми администрациями всех уровней. Поскольку он, по-моему, год или 2 года назад он, по-моему, умер, я не буду больше о нем ничего говорить, потому что жители горячего ключа о нем хорошо знают все. И так фамилия Рерих хорошо известная жителям горячего ключа. Вот. А на то, чтобы... О нем отдельный фильм можно снимать. Личность замечательная именно в плане того, что он действительно был фигурой в горячем ключе.
которая вызывала очень неоднозначные чувства. Много раз с ним лично общался. И да, он действительно вот такой. Наверное, можно было бы о нем снять фильм. Он до сих пор имеет определенное влияние, вернее, его структуру в «Горячем ключе». Так вот, мне удалось построить по тем невыполнимым техническим условиям газовую трубу только благодаря тому, что я заключил контракт с компанией Рериха. И это мне сняло все вопросы. Я платил официально этой компании. Как она дальше решала вопрос, меня не очень интересует. И это, пожалуй, самый распространенный способ получения взяток в современной России. То есть я не думаю, что сейчас кто-то носит в конвертах, скорее там через крипту, или то есть через криптовалюты, или вот так вот через рекомендованных подрядчиков. А те уже рекомендованные подрядчики, ну а что, у них там кто-то в соучредителях из нужных людей. Я думаю, что легализовать деньги на нужного человека относительно белыми, скорее схемами представляет проблему.